Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Радуга Творчества. Сегодня мы с вами будем вязать игрушку на новогоднюю елку Дед Мороз. Для работы нам потребуется пряжа Пехорка детская новинка, цвет белый, красный и розовый. Начинаем работу с розовой пряжи, делаем кольцо амигуруми и начинаем вязать столбики с накидом. 3 петли на подъем, это у нас также будет считаться за столбик. Делаем накид и провязываем столбики. Розовой пряжей нам нужно провязать 10 столбиков. Последний 10-й столбик не довязываем вот так. Берем белую пряжу, подцепляем крючок и заканчиваем столбик белой пряжей. Немножко подтянем розовым. И дальше вяжем белой пряжей, также в кольцо немножко утянем. Также вяжем 10 столбиков. То есть у нас в этом ряду 10 столбиков розовой пряжей и 10 белых столбиков. Довязали последний 10-й столбик. Теперь крючок вставляем в петли подъема, который также считается за столбик, и соединяемся с первым столбиком. Кольцо немножко затянем. Далее второй ряд набираем 3 петли на подъем, работу разворачиваем и будем вязать в обратном направлении. Петли подъема также считаем за столбик. Во вторую петлю провязываем 2 столбика с накидом, делаем прибавку. В третью петлю 1 столбик. В четвертую петлю 2 столбика. Прибавку делаем в каждую вторую петлю. В последнюю петлю белых столбиков провязываем 2 столбика, делаем прибавку. Не довязываем столбик. Мы хвостик розовой пряжи не отрезали, она у нас осталась. И довязываем столбик розовой пряжи. Теперь розовой пряжей вяжем в первый розовый столбик 1 столбик, во второй делаем прибавку. То есть точно так же, как мы сейчас вязали белые столбики, вяжем по такому же принципу и розовые. Прибавка в каждую вторую петлю. Довязали до конца, теперь соединяемся с петлями подъема. И розовую ниточку на этом можем отрезать. Теперь смотрите, главное здесь не ошибиться, в какую сторону нам вязать. Вот это обратная сторона, видите, здесь немного рельеф такой идет между первым и вторым рядом. А здесь ровная поверхность. Вот это лицевая сторона. У нас как здесь осталась нитка белая, мы сейчас здесь продолжим вязание. Вот так берем, у которой розовый ряд начинается, розовые столбики, сюда протаскиваем пряжу и начинаем вязать столбики. 2 петли на подъем и в каждую петлю провязываем по одному столбику без накида. Мы сейчас делаем обвязку белой пряжей столбиками без накида. Дошли до белых столбиков, теперь делаем следующее. Набираем 3 воздушные петли, 1 столбик пропускаем, в другой провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, 1 столбик пропускаем, следующий столбик без накида. Это мы сейчас вяжем бороду. Сейчас здесь соединимся с началом ряда, вот так соединительной петлей. 1 петлю на подъем. Работу разворачиваем. И теперь в эти арки мы будем провязывать столбики. Продеваем под арку крючок и вяжем столбик без накида, накид, полустолбик с накидом, столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида. И вот сюда, в этот столбик без накида, столбик предыдущего ряда, мы продеваем крючок и провязываем соединительную петлю.
Переходим к следующей арке, вяжем то же самое. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида. Столбик предыдущего ряда, соединительная петля. И так мы обвязываем всю бороду, в каждую арку провязывая столбики. Обвязали до конца все арки. Теперь делаем следующее. Вот так разворачиваем к себе. Бороду немножко отгинаем к лицевой стороне. Мы провязывали столбики, пропуская один столбик. Вот этот вот. Сейчас в него мы будем вязать. В этот столбик продеваем крючок и провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Переходим к следующей арке, где у нас столбик остался не провязанным. Сюда провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. К следующей арке. Заканчиваем ряд столбиком с накидом, то есть в последнюю арку, вот в эту петлю провязываем столбик с накидом. Далее работу разворачиваем. И теперь обвязываем арки столбиками, так как мы делали вот здесь первый ряд бороды. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и в столбик с накидом предыдущего ряда соединительную петлю. И так обвязываем все арки. Второй ряд бороды у нас готов. Мы белую ниточку отрезаем, хвостики пока оставляем, потом мы их спрячем. Сейчас будем вязать шапку Деду Морозу. Для этого нам нужна пряжа красного цвета. У нас здесь розовых столбиков 15 штук. Для работы нет. Мы задействуем из них только 13. Первую петлю пропускаем, во вторую петлю продеваем крючок, протаскиваем красную нить. 3 петли на подъем, это также считается за столбик. В следующую петлю провязываем столбик с накидом. И так в каждую петлю. И так в каждую петлю провязываем столбики с накидом. Сейчас провяжем 6 столбиков и сделаем прибавку. 4, 5, 6. В седьмую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. И далее еще нужно провязать 6 столбиков. Таким образом, в конце первого ряда у нас получилось 14 столбиков. Второй ряд. Работу разворачиваем, переносим вязание под второй столбик, подцепляем и делаем соединительную петлю. 3 петли на подъем. Тем самым мы сейчас сделали убавку. То есть первый столбик мы не провязываем. Петли подъема также считаются за столбик. Их мы провязали над вторым столбиком. Теперь вяжем столбики с накидом. В шестую петлю делаем прибавку. И далее провязываем еще 6 столбиков. В конце этого ряда мы также сделали убавку, не провязав столбик над последним столбиком. Таким образом, в конце второго ряда у нас получилось 13 столбиков. Работу разворачиваем, также перемещаем вязание на второй столбик. Теперь будем делать убавки. Также в этом ряду в начале и в конце ряда. Вот сейчас мы сделали убавку. Далее вяжем до конца ряда. Всего в этом ряду у нас будет 11 столбиков. Работу разворачиваем и по такому принципу еще провязываем 2 ряда, пока у нас не останется 7 столбиков в ряду. Всего у нас получилось 5 рядов шапки, сейчас осталось 7 столбиков. Сейчас работу разворачиваем, перемещаем также вязание на второй столбик, набираем 2 петли подъема, накид, в следующую петлю продеваем крючок,
захватываем нить, протаскиваем, столбик с накидом не довязываем, оставляем на крючке. Следующая петля, накид, не довязываем столбик. Еще раз. У нас всего 4 петли, здесь 4 недовязанных столбика. Петли подъема также считаются за столбик, напоминаю. И еще один. И теперь одной петлей вот так провязываем все 5 столбиков. Довязали шапку, теперь делаем следующее. Вот так вот вытягиваем ниточку, оставляем хвост, чтобы у нас можно было повесить на елку игрушку. Красную пряжу мы отрезаем. Сейчас узелочек завяжем, чтобы никуда у нас не делось. Все, у нас сразу веревочка готова. Теперь берем белую пряжу. Вот пока вот так на пальчике оставляем. Берем белую пряжу. Сейчас будем вязать бубенчик. Просто вот сюда, в макушку шапки, продеваем, да в любое место здесь продеваем крючок, вытаскиваем белую пряжу. Набираем 3 воздушные петли. Вот эту веревочку, чтобы она у нас в центре здесь осталась, делаем накид. И вот сюда просто в макушку провязываем столбик с накидом, не довязываем. Еще раз. Так 3-4 столбика. Вот так одной петлей все это стягиваем. Сейчас отрезаем белую ниточку. И у нас вот такой бубенчик останется. Мы сейчас белую нить привяжем к вот этой красной веревке. Смотрим, что получилось. Шапочка, бубенчик. Вот так это выглядит с обратной стороны. Вот здесь все я завязала. Пока хвостики оставляю, мы их спрячем потом. И теперь будем вязать носик Деду Морозу. Для этого берем пряжу красного цвета, набираем кольцо. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Замыкаем в кольцо, соединяя с первым столбиком. Далее 1 петля на подъем, и во втором ряду провязываем в 1 петлю 1 столбик. Всего 6 столбиков. Вот это и есть носик Деда Мороза. Оставляем небольшой хвостик для пришивания, отрезаем ниточку. И осталось совсем немного. Нужно пришить нос и либо готовые глазки приклеить, либо какие-то бусинки пришить. Связали наших Дедов Морозов. Получились они довольно-таки симпатичные. А в следующем видео мы с вами будем вязать елочную игрушку-подарок. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!